Добрый день, уважаемые телезрители, вы на канале Барямба. И прямо сейчас мы приехали в город Кировск для того, чтобы обсудить с жителями самые горячие новости. Погнали! Извиняюсь, у нас через 2 минуты прямой эфир, у нас герой не пришел. Кто-нибудь может просто рядом постоять, я там скажу в прямом эфире несколько слов и все. Говорить вообще ничего не придется. Просто стоять? Да. Могу. Кстати, ты подходишь, потому что там эзотерическая тематика, и вот у нас должен был приехать гуру, просветленный человек. Он просветленный таким. Добрый день, уважаемые телезрители. Сегодня у нас в гостях Арсений Николаевич Вальтов, который достиг просветления. Именно благодаря специальным медитативным практикам, которыми он занимался много лет, находясь на вершине горы в Тибете. Кажется, у нас вопрос из студии. Скажите, пожалуйста, в чем смысл жизни? У каждого он свой, каждый его находит по-разному. Он находит его в чем-то. Надо лишь заниматься своим делом. У каждого он свое. Найдешь свое любимое дело, найдешь свой смысл жизни. Мудрые слова на стене не напишешь, как говорится. Правильно ведь? И мы переходим... нет, стоп. Еще один вопрос из студии. Как достичь духовного просветления? Надо вот найти свою цель. Надо двигаться по ней аккуратно, знать все шаги наперед. Надо просто думать, наконец-то думать, не просто делать все от балды. Постепенно, доходя к цели своей, вы будете уже каждый шаг свой понимать. Вот такая вот интересная мысль, и предлагаю вам как следует подумать над ней, дорогие телезрители. Ну а мы... прошу прощения. Да, Катя. Последний вопрос. Хорошо. Да, хорошо. Зрители хотят знать, каково это ощутить момент, когда наступает просветление. Это приятно, это как после работы отдохнуть, после долгого тяжелого дня отдохнуть. Это необычное чувство на самом деле. Огромное вам спасибо, что приехали. Мы переходим к нашей основной теме выпуска. Всем большое спасибо, дорогие друзья. На связи был город Кировск, Борис, К24. Простите, пожалуйста, мы сейчас снимаем репортаж на телевидении. В общем, надо, чтобы вы рассказали о том, как вы совершили геройский поступок. Человек спас из огня своего соседа. Мы хотели об этом снять репортаж, просто он не смог приехать. Ну, а для телевидения без разницы, можно любого человека. Я проснулся ночью, и моя стена, где я жил, горела как печь. А тогда я понял, что у моего соседа пожар. Постучался в дверь, но я уже догадался, что от этого угарного газа он уже в обморок упал. Когда я зашел внутрь, не только дом горел, а сам тоже он горел. Поднял его на руки, и я выпрыгнул с окна с них. Я когда приземлился, я сломал обе ноги, и Чтобы не напугать детей, я сделал вид, что ничего не произошло. Чтобы не напугать детей, я вид сделал, чтобы ничего не было. Вот это настоящий геройский поступок. Анатолий, я хочу пожать вашу мужественную руку. Это просто невероятно. Я бы не решился на такое, выпрыгнуть с 4-го этажа с человеком на руках. Так, и самое главное, от лица администрации нашего города мы вручаем Анатолию награду. Спасибо, Анатолий, огромное спасибо. Ребят, извиняюсь, мы просто сейчас репортаж снимаем для кировского телевидения. Вы нам сиги купите, а мы вам репортаж. В эфире интеллектуально-познавательная передача города Кировск «Киборгск». Сегодня мы рассказываем о научных достижениях нашего города. Совсем недавно юные умы и юные таланты нашего города создали новый прибор – эмбриональный нейроинтерфейс. Как же он работает, спросите вы? А очень легко. Сейчас я продемонстрирую. Как видите, друзья, Глеб прозрел. Этот прибор имеет электромагнитные поля, поэтому вы можете видеть, как у него поднимаются волосы. А давайте проверим ваши новые способности.
Скажите теорему Пифагора, пожалуйста. Сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы и наоборот. Ничего себе. Сейчас я включу Глебу улыбку. Выключаю. Включаю. Выключаю. Глеб расстроен. Глеб негодует. Глеб радуется. Глеб смеется. А спонсор этого выпуска – Кировская автостанция. Вам нравится наша Кировская автостанция? С каждым годом все лучше и лучше. Довольно все удобно. Все сделано красиво. Оцените автостанцию от 1 Рационально, до 100. до 100. 100%. Приезжайте в гости в Кировск. Будем рады всех видеть. Шаверма, кофе. Скоро откроется летнее кафе с видом на Неву. Все, так сказать, для вас. А самое главное, по промокоду БАРЯМБА 15 минут парковки в подарок. Сегодня свой 100-летний юбилей отмечает именитый инженер из нашего города Лисин Андрей Афанасьевич. К поздравлениям Андрея Афанасьевича присоединились жители города Кировска. Уважаемый Андрей Афанасьевич, мы от всей души поздравляем вас с юбилеем, желаем долгих-долгих лет жизни, крепкого здоровья. Спасибо вам за то, что вы для нас сделали, мы этого никогда не забудем. Было? Прошу прощения сейчас буквально. Да. Серьезно? Придется переснимать. Еще раз. К сожалению, Андрей Афанасьевич умер. Придется перезаписать, только уже с соболезнованиями. Весь город Кировск скорбит об утрате Лисина Андрея Афанасьевича, именитого инженера, уроженца нашего города. Жители города присоединяются к соболезнованиям. Очень хотелось бы сегодня произнести слова поздравления, но, к сожалению, приходится говорить совершенно другое. Мы очень скорбим об этой утрате, и то, что сделал для нас этот человек, для нашей жизни, никогда не забудется. Как видите, машины Озон добрались уже и до города Кировска. А ведь озоновые дыры – это одна из главных климатических проблем всего человечества. Видели машину с надписью «Озон»? Продают озон прям средь бела дня в самом Кировске. Понятно. Ну это беспредел или как вы считаете? Или это нормально? Это ненормально. Он должен быть в природе. Это просто в космос долетали. Начали летать, Дыры, появились дыры, и все. и теперь еще и озон. Да. Это природный газ, берут оттуда, Да. и страдают простые люди. Конечно. Мы против свободной Свободной продажи озона. Озон, закрывайся. Да. Добрый день. Мы с Кировского телевидения. Сейчас вот репортаж нам доснять нужно. Не могли бы Слушайте, помочь? молодой человек, я в коматозе в полном, пьяный просто. Ну, Поэтому- ничего страшного. Посыл такой, что Кировск – родина нейрохирургов. То есть даже грузчик здесь с первого раза попадает ниткой в ушко иголки. И вы так раз вставляете и говорите: Кировск – родина нейрохирургии. Все. По итогам общероссийского голосования Кировск был признан родиной нейрохирургии. В этом городе даже простой грузчик с первого раза вдевает нитку в ушко иголки. Two hours later. Блин, может, у вас получится? Просто пушок торчит лишний. A few moments later. Ну вот. Все, теперь нормально. Вот оно вошло. По итогам общероссийского голосования Кировск был признан столицей нейрохирургии России. Говорят, здесь даже обычный рабочий может с первого раза вдеть нитку в ушко иголки. Перед нами Ильдар, он работает грузчиком, обычным грузчиком. Давайте проверим.
Говорят, в этом городе любой обычный рабочий сможет с первого раза вдеть нитку в ушко иголки. Перед нами Эльдар. Эльдар работает грузчиком. Давайте посмотрим. Да блин, нафига ты ее достал-то оттуда? Так надо же именно вот показать этот процесс. Ладно, сейчас повезет. Ну что ж, давайте проверим. Есть. Попади, пожалуйста, видишь? Вот так. Ну, похоже, что это правда. Кировск – столица нейрохирургии России. Нейрохирургии. Нейрохирургии России. Давайте еще раз. Ого, похоже, что это правда. Кировск – столица нейрохирургии России. 200 рублей. Еще сотку. Мне, чтобы на дорогу. Пацаны, новости, танцуем, танцуем. Новости, Таня! Хватит, блядь!